Okay, let's see. Toke as needed. Caution, objects may appear more edible than they actually are. Ребята, всем огромнейший привет, с вами Аня, и вы на моем канале Сойка. Сегодня вас ждет очень интересное видео. Я решила сделать челлендж для того, чтобы отказаться на 7 дней, а может быть даже и на 14 от использования Инстаграма и ТикТока. Если вам интересно вообще увидеть, как прошел мой челлендж, было ли мне сложно и вообще для чего я все вот это устроила, то оставайтесь на моем канале. Тут будет интересно. Все, тогда не буду долго мусолить. Поехали. Хочу начать именно с того, для чего этот челлендж. В последнее время я стала замечать, что я очень много времени провожу в Инстаграм и ТикТок. В частности, просто скроллю ленту и смотрю миллион всяких рилсов или ТикТоков. И так получается, что за день я могу провести там просто час-два, листая вот эти все видео, и на самом деле многие из них даже мне и не особо интересны, но просто я прям ощутила, что у меня есть зависимость от этого всего, от легкого дофамина, так скажем. Я уже немножко тему эту изучила и поняла, что есть такая большая сейчас проблема. Если ты смотришь много таких коротких видео, то тебе потом сложнее будет сконцентрироваться на долгом деле, то есть на долгом, допустим, обучении, на длинных роликах, на фильмах и так далее. И у меня тоже есть вот такая проблема. Даже если я включу фильм интересный или ролик на YouTube, мне нужно обязательно, чтобы рядом был мой телефон, чтобы я взяла его и что-то щелкала. Я стала замечать, что я очень много времени провожу в интернете, в Инстаграме тоже, и что я, получается, даю слишком много энергии вот этому всему делу, и, соответственно, у меня потом не остается ни энергии, ни сил на то, чтобы заниматься своей жизнью. Поэтому было принято такое решение попробовать вообще пожить вот одну недельку, а может быть и 2, глянем, как вообще все это пойдет, без именно Инстаграма и ТикТока. На Ютубе я есть и буду сидеть. Дело в том, что там ты можешь сам выбирать, что включить, а вот в Instagram Рилсах, получается, есть вот этот же умный алгоритм, и он нам подкидывает то, что нам будет интересно или нет. И, в общем, да, ты глянул один ролик, и ты просто вот так автоматически скроллишь вниз-вверх. В общем, это все очень интересно, и посмотрим вообще. Я думаю, что мне будет на самом деле сложно очень, потому что я четко осознаю, что это зависимость. Кстати, сегодня 1 мая, поэтому будет очень легко отслеживать наш этот челлендж. Получается, с 1 по 7 мая будет. И я думаю, что все же нужно на 2 недели это сделать. Поэтому да, вторая часть будет уже потом с 8 по 14. Что еще я вам скажу про соцсети? Вообще у меня сейчас происходит некое переосмысление жизни и того, что раньше было важно в жизни моей. И раньше я пыталась, получается, свой Инстаграм продвинуть, чтобы было там больше подписчиков. Я пилила истории, думала посты, фоточки обязательно, чтобы все было красиво в ленте. И, в общем-то, много очень времени, сил, энергии, всего уделяла на продвижение, получается, в соцсетях. И сейчас мне так все, честно говоря, надоело. Я не знаю, я думаю, что меня поймут только те люди, которые тоже
пытались вести свой блог или занимались продвижением своего продукта, своих услуг и так далее. Что сначала ты весь такой амбициозный, у тебя много энергии, много сил, ты прям отдаешься потоку, так скажем, а потом со временем ты ужасно устаешь, ты думаешь, что ты это все зря делаешь, что нафиг это нужно. И знаете, сейчас еще вот у меня лично в ленте Reels, поскольку я сейчас таргетолог, то у меня очень много экспертных Reels на тему продвижения, таргета, про Инстаграм очень много, типа там, раньше я не знала, как увеличить подписчиков на свой профиль, а потом я сделала вот этот шаг, вот этот, и у меня теперь 10 тысяч подписчиков. Хочешь узнать, как я пришла к этому? Пиши мне в директ чек-лист, там гайд, и я тебе отправлю советы, которые мне помогли достичь супер успеха. Поэтому давай, типа. И у меня вот таких роликов экспертных, типа успешных успехов просто дохренища. И я ужасно перегорела. Я просто устала уже смотреть на вот этот весь успешный успех непонятных экспертов. И в целом я даже задумалась про то, что почему вот люди, то есть мы же, получается, смотрим, что такого самого главного происходит в жизни у наших близких, то есть у наших друзей, одноклассников, однокурсников и так далее. И я так подумала, что получается, из-за того, что они все это в сеть выкладывают, то уже потом при встрече на улице где-нибудь нам уже с ними не о чем общаться. То есть ты уже так знаешь, что в жизни нового произошло у этого человека, и он знает, что у тебя. То есть по факту вот эти все соцсети, они просто тебе заменяют встречи выпускников, заменяют вообще общение с людьми. И мне на самом деле стало от этого грустно. Поэтому, не знаю, взять все вкупе, все вот эти причины, которые я вам тут назвала, что мне именно сейчас не нравится в Инстаграме. Я думаю, что будет очень такой интересный опыт, конечно же, отказаться от Инстаграма. Будет интересно точно. В общем, друзья, в такое время удивительное мы сейчас живем. Я не знаю, вы мне тоже обязательно пишите в комментариях вообще, нравится ли вам Инстаграм, были ли у вас такие похожие моменты, мысли, как у меня, по поводу того, что, кажется, вся эта история жизнь реальную нашу заменяет в чем-то, и это странно. Поэтому обязательно делитесь в комментариях, что вы думаете об этом всем. Мне будет очень интересно об этом почитать. Еще скажу по теме, получается, легкого дофамина. Я смотрела много роликов на эту тему, и получается, реально это проблема. И от того, что мы сейчас ищем такого быстрого, легкого удовольствия в рилсах или в тиктоках, мы, получается, меньше испытываем удовольствия и радости от реального дофамина. То есть, что можно здесь такого привести в пример? То есть ты можешь получить вот эту порцию этого дофамина, выйти на улицу, прогуляться, глянуть там природу, красивые какие-нибудь виды, да, ты можешь его получить, скушать мороженку, ты можешь его получить, пообщавшись с интересными людьми, ты можешь его получить, сделав важное, прям классное дело, и, оно у тебя прям выйдет, и ты будешь думать: вау, я вообще такой крутой чувак, у меня вышло.
и вот эта радость, она тебя просто наполнит. То есть для того, чтобы все вот это получить и все это сделать, нужно приложить банальные силы. То есть нужно на улицу выйти, мороженое взять тоже в магазине. То есть нужно делать что-то. А поскольку можно просто глянуть ролик в ТикТоке или глянуть Reels, то получается, что вообще больше делать ничего не надо, и можно просто тупо дома валяться и ничего не делать. Но самый прикол, что от того, что ты быстро его, получается, получил, этот дофамин у тебя так жух идет наверх. Так же быстро потом он падает вниз. И если раньше было у тебя прям такое приподнятое настроение, то оно потом резко сменяется на грусть, не знаю, на опустошенность, на ощущение, что ты просто прожигаешь свою жизнь, что ты делаешь, что ты, то есть, нифига не делаешь, что ты просто час, два, три смотрел вот эти ролики, и что? Кстати, еще хотела сказать по поводу того, что еще из-за того, что сейчас все так стало быстро, короткие ролики быстрые, чем короче ролик, тем лучше. Говорят рилсмейкеры всякие, и нужно делать много разных движений в ролике, чтобы было много экшена. Все это делается для того, чтобы удержать ваше внимание, получается, внимание зрителя. И поэтому уже потом, если мы смотрим обучающий нас ролик в чем-то, и там просто статично человек рассказывает вам что-то, то вам это становится скучно. Вам нужно, чтобы было прям резкие смены кадра, чтобы что-то было прям вот движ был просто движовский, чтобы было все это очень так ярко, красочно и быстро, главное. И вот поэтому даже, знаете, книгу сесть, почитать, это тоже сложно. Вот честно, после вот этого челленджа я сделаю обязательно челлендж по поводу книг, потому что я уже не читала тоже книги давно, а самый прикол, что я их покупаю, у меня уже копятся книги, но я их все никак не почитаю, потому что мне тоже реально сложно вот сесть и просто почитать. Мне становится скучно. Поэтому цель вообще вот этого всего экспериментов и дальше еще будут тоже челленджи. Все они направлены на улучшение жизни, на то, чтобы сделать свою жизнь ярче, красочнее, интереснее и без легкого дофамина. И я думаю, что это реально очень важно сейчас в наше время. Не знаю, я вам тут уже миллион чего говорю. Давайте лучше по поводу дня. Итак, сейчас вечер, 1 мая, получается 19:30. Сегодня с самого утра я уже не сидела в Инстаграме и в ТикТоке, и на самом деле день сегодня вообще прошел очень легко, потому что я сегодня, во-первых, смотрела пару видео на Ютубе, вот, ну именно тех видео прям интересных мне. И сегодня я еще гуляла с девочкой одной, поэтому можно сказать, что мой день очень быстренько сегодня пролетел, и я как-то пока не заметила отсутствие Инстаграма, отсутствие ТикТока, и мне вообще сегодня окей. Но вот завтра я думаю, что будет уже посложнее, потому что вот уже даже сейчас уже вот кажется, что интересно узнать, кто там что как, кто что делает, что там у кого интересного. Но по факту реально вот это же все, оно вообще никак не влияет на жизнь мою. То есть что мне даст информация, что мой там одноклассник сегодня
поехал в какую-нибудь Италию или что там еще что-то произошло. Только я думаю, вот эти факты иногда, часто, особенно в Инстаграме, только тебя могут расстраивать из-за того, что в Инстаграме люди вообще привыкли делиться только самым своим хорошим, поэтому неспроста считается Инстаграм одной из самых токсичных соцсетей. В целом, все вот именно из-за такой идеальной картинки успешного успеха, что все куда-то ездят в путешествие, что у всех 2, 3, 10 машина, что кто-то там дом строит. То есть мало кто реально делится о своих промахах, о своих фейлах, о том, с чем они сталкиваются, о своих проблемах. Вот. Но я, кстати, так делала в своем инстаграме. Я даже так сделала, что некоторые люди вообще мне писали, что Аня, ты слишком много жалуешься и слишком много у тебя негативного всего в жизни, типа, что мы от тебя отписываемся. Мы хотим видеть идеальную и, скажем так, легкую картинку, а ты тут нам пишешь про всякие там умные дела и сложные. Поэтому как-то так, ребята. В общем-то, мы с вами увидимся ровным счетом завтра, 2 мая. Все, пока-пока, до новых встреч. Так, друзья, всем огромный привет еще раз. В общем, так вышло, что сегодня уже 1 июня, а я челлендж свой по, скажем так, отказу от бесконечного скроллинга ленты Instagram начала 1 мая, и, соответственно, уже прошел целый месяц. Я в шоке в целом, что так вышло. Изначально у меня был план сделать вот этот челлендж на 7 дней или на дней 14, то есть на 2 недели, но вышло так, что время очень быстро пролетело, и уже прошел, месяц. Я вам все это время не записывала особых там своих мыслей по этому поводу, потому что на самом деле честно, время просто так быстро, во-первых, пролетело. Я даже вообще не заметила, что у меня были какие-то прям сильные такие ограничения. Поэтому, в общем, блин, я, скажем так, извиняюсь за то, что я исчезла. В общем, челлендж классный. У меня не было абсолютно прям сильной тяги к Инстаграму. Мне очень сильно понравился вот этот отказ мой от Инстаграма. Самый главный плюс — это то, что я стала меньше сравнивать себя и свою жизнь, свой опыт с другими людьми. В моей жизни стало меньше вот этого успешного успеха, где все у всех охерительно. Соответственно, я стала себя чувствовать более такой здоровой, более полноценной и более счастливой. Я считаю, что это самый главный плюс и самый главный вывод моего вот этого челленджа. Что еще касается из положительных таких изменений, мне кажется, я стала более спокойной, я стала больше времени проводить, вот у меня в целом стало больше времени на жизнь свою, я стала больше времени проводить, получается, с Юрой, мы с ним часто очень гуляли вечером после Юриной работы, я стала делать больше дел своих, там, домашних, своих всяких разных по саморазвитию. Вот, села даже сейчас за книжки, так скажем. Поэтому здесь только одни плюсы. Да. И я просто посчитала нужным не снимать прям каждый день, потому что на самом деле мне это прям реально очень легко далось. У меня все прям это отлично получилось. Плюс я думаю, что я вот эту свою такую нехватку, так скажем, Инстаграма, у меня я заменила Инстаграм, Ютубом. И чем он мне нравится? Тем, что можно самим выбирать ролики по всяким тематикам. Ну, это типа не просто лента, да. Конечно, там есть тоже YouTube Shorts, вот, они
Конечно, тоже пару раз я их листала, вот, особенно сейчас уже под конец этого челленджа, но самое главное, что я стала больше времени все-таки смотреть более длинные ролики, и у меня теперь появилось больше, кстати, идей по поводу контента на YouTube сюда, и поэтому это будет не последний челлендж на моем канале. У меня уже есть еще одна идея челленджа. И, кстати, вот сегодня, получается, 1 июня, и я тоже с сегодняшнего дня тоже у меня есть, короче, уже один челлендж, но об этом уже я вам расскажу в другом видео. В общем, челлендж мне очень понравился. Я считаю, что нужно периодически отказываться от соцсетей, особенно если вам они уже во вред. Я знаю много людей, которые сильно, так получается, не циклятся на Инстаграме, на контенте, на лайках, на том, что нужно делать рилсы и бла-бла-бла. И вот им абсолютно их не тревожит то, что там есть в ленте успешные успехи, успешные люди. Вот эти люди могут там где-то раз, может, в день, раз в 2 дня заходить в Инстаграм, там что-то лайкать, что-то смотреть и потом оттуда выходить. И у них нету ломки. А вот мой был случай именно таков, что у меня была реальная зависимость от Инстаграма, от социального одобрения. Я думала постоянно, чтобы снять, чтобы там какую-то историю нужно выложить. То есть я меньше наслаждалась жизнью своей реальной, настоящим моментом, поэтому у меня была такая проблема, и часто я думала, так, уже, допустим, 3 дня не было поста, нужно срочно думать там что-то, темы, снимать, фото, и вот это на самом деле у меня просто отнимало ужасно много времени и сил, но тут нужно еще отметить, что Инстаграм у меня уже был на последние дни челленджа открыт в браузере на ноутбуке для того, чтобы отвечать людям некоторым на сообщения, тем, кто, типа, плохо понял, что меня мало будет сейчас пока в Инстаграме, поэтому я там им отвечала. И что? Я думаю, все же получается установить это приложение Инстаграм все-таки на свой смартфон. И буду просто стараться меньше делать контента, больше думаю, я думаю, что будет прям мало очень историй, будут посты, но они, соответственно, будут реже, и будут прям, не знаю, и будет это то, что именно мне вот интересно, что мне нравится, вот. В общем, буду просто выкладывать, что хочу, не думая там о том, чтобы там что-то прям полезное такое выложить, чтобы мне там все поставили лайки, чтобы мне писали все комментарии. То есть вот такие у меня сейчас мысли и планы. Я думаю, что на этом все. Если вам было интересно смотреть это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал на YouTube. И всем до новых встреч. С вами была Аня. Пока-пока. До встречи в новом челлендже. Да, я так и не отметила все эти дни. И так получилось, что у меня отказ был, получается, до 31 дня мая, прикиньте. Вот такая я молодец. Короче, можно себе просто поставить такое вот. Я молодец. Дан.